Друзья, всем привет, с вами Алексей Костылев, и рядом с нами Андрей Граденский, а.к.а. он же Blade, который с недавних пор занимает должность киберспортивного директора в организации НАТО Свинцер. Спортивного. Киберспортивного или да. Спортивного? Ну, пускай будет кибер. Как ты считаешь вообще, киберспорт и спорт? Я думаю, они очень близки. Близки уже, Об да? этом уже не раз говорили и сравнивали, даже спортсмены профессиональные говорили, что однозначно киберспорт можно считать спортом. Расскажи, пожалуйста, тем, кто не понимает, чем занимается киберспортивный директор, что входит в твои обязанности вообще? Ну, если так прям по-простому, на мне, по сути, как бы 7 дисциплин, но не так прям, что я пытаюсь стать тренером каждой дисциплины, да, то есть... Ну да, мне кажется, это невозможно. Да. Вот, то есть главная задача, то есть я, по сути, беру на себя всю работу с составами. Это тренировки, буткемпы, продумывать отпуски. По сути, просто я координирую работу наших спортивных менеджеров, если так говорить. Топ-менеджмент координируешь ты, правильно? Да, я пытаюсь слазить все процессы, то, что не работает, как я считаю, то пытаюсь фиксить. За это время я, конечно, влез во все дисциплины, там все не так легко, как кажется. Главная задача в данный момент какая киберспортивного директора? Я бы сказал, одна из главных сейчас – это создание второго состава. Этот проект мы запускаем в ближайшее время. Скоро будет анонс, и все подробности будут там. Ну, то есть, если приоткрыть завесу, то это будет киберспортивная академия. В долгосрочной перспективе мы планируем открытие именно киберспортивной академии, по сути, такой вот фермы, как в футболе. И там могут быть возрастные категории, там и, может быть, от 7 лет, мы это еще продумываем, этот процесс. В ближайшие планах у нас именно создание второго состава. Не конкретно академии, а второго состава, такого себе как бы Na'Vi Junior. Вот. И там есть проект, он будет длиться все лето. Ну и, короче, много подробностей, я думаю, вам стоит все-таки углубиться в эту тему немножко позже. Ребята, да, про киберспортивную академию мы расскажем немножко позже. Это будет большое интервью, где мы расскажем о инфраструктуре киберспортивной академии, зачем это все делается, какие перспективы мы в этом видим. А пока что скажи, планируется второй состав только по дисциплинам CSGO и Dota 2? Однозначно основных дисциплин. Dota, CS, две основных дисциплины. Если в дальнейшем мы увидим потенциал и перспективы в других дисциплинах, они выйдут на тот же уровень, что и CS, и Dota, то однозначно будет запуск вторых составов там. Но пока что в перспективе у каких-то дисциплин CS есть спад сейчас? В целом Battle Royale, как мне кажется, он пока что только набирает обороты. Кто-то говорит, что у него нет будущего, но как минимум хайп есть, и нас это устраивает. Людям это нравится, на этом можно, в этом направлении можно развиваться. То есть мы как бы идем на риски, но они небольшие. То есть, в принципе, потихоньку, помаленьку, по частицам, да, по крупицам. там есть и плюсы, есть и минусы. То есть это популярно среди геймеров, среди казуальщиков. Это постепенно пытаются наладить структуру и создать из этого киберспортивную дисциплину. Но как это будет дальше, мы не знаем. Попытки есть, и этого нам достаточно. Ребят, ну в принципе вот это одно из направлений киберспортивного директора — обсудить будущее какой-либо дисциплины, что мы сейчас попытались сделать, но об этом мы поговорим попозже. Сейчас расскажи, вот, да, академия вообще, в нее сможет попасть каждый желающий? Все ждут ответ на этот вопрос. Или не сможет? Однозначно смогут, но мы говорим про академию, которая в долгосрочной перспективе, то есть это не в этом году. В саму академию мы будем набирать всех желающих. Там будут какие-то параметры основные, там тебя, например, не возьмем точно. Вот. Но... Дедов не берут, да? Дедов не берут, да. То есть можно сказать, что... Какой-то отбор будет, мы еще продумываем все возрастной там критерии будут. Например, если целесообразно ли брать игрока в 7-летнем возрасте. Да, с точки зрения психологии это очень правильно. Это самый правильный возраст. Заложить все базовые вещи и развивать его в правильном направлении. Вот, потому что психология, она создается именно в этом возрасте. Там, в 15-16 ее ты уже не поменяешь ее. Она уже меняется только за счет очень сильных импульсов. Ну, а как здесь быть с тем, что для того, чтобы попасть в академию в таком раннем возрасте, нужно одобрение родителей? Или здесь уже надо отталкиваться от того, чтобы родители хотели отдать ребенка в академию? Если брать именно академию, вместо того, чтобы, грубо говоря, идти
после уроков шахматный кружок, он идет там на 2-3 часа в киберспортивную академию. То, что сейчас, в принципе, набирает огромный рост и развитие, и это на языке у всех. Ну вот скажи, многие команды уже пытались с помощью так называемых академий вырастить замену игрокам первого эшелона. И ты сам знаешь многие примеры, и они были не совсем удачные. Почему ты веришь в киберспортивную академию? А может, они слишком рано начали этим заниматься? Я скажу тебе так. Или у них не хватало академии опыта? еще никто не запускал точно. Были попытки вырастить второй состав. Вот. Если брать академию, то однозначно это мы будем в этом плане первыми в таких масштабах. Нави — это команда Tier-1 уровня, и они полностью ушли из онлайна. Они отказались даже от среднего уровня турниров категории там DreamHack. И это поле, оно полностью свободно для второго состава. Конечно, если мы соберем второй состав, и он вдруг при нынешней конкуренции выстрелит, Которая огромная. да, и пробьется на турниры к первому составу, это будет феноменальный результат для нас, конечно же, но я думаю, мы найдем решение этой проблемы. Игрок второго состава, он не должен, попадая во второй состав, он должен понимать, что его главная мотивация — это не выиграть в данном составе чемпионат мира. Его главная задача — это использовать те знания и возможности, которые мы даем, чтобы стать лучше, понять эту ценность этих знаний и использовать как трамплин вперед. Это просто такой буст. И стремиться попасть в первую команду. То есть это И неважно, будет ли это Нави, или его все-таки заскаутят. Да. Игроки главного состава, там, Simple, Zers, они будут участвовать в подготовке Тир-2 состава вообще? Вот мы можем сделать с медиа с этого шоу, когда мы будем приезжать и смотреть, чем же занимается состав, и мы обязательно это реализуем. Ну, кстати, ребят, но это в будущем. Что у второго состава будет свой отдельный тренер, мы уже почти его нашли. И однозначно мы планируем привозить топ-игроков нашего состава, то есть показывать им кумиров, таких идолов общественных в киберспорте. Вдохновлять их, это 100% в планах у нас. Но это, знаешь, все опирается в графике. План есть, а как выйдет, это посмотрим. Скажи, у тебя огромный опыт в CSGO. Что с другими дисциплинами? Где ты находишь время, чтобы следить за ними? Ты вообще готов работать с другими дисциплинами? Однозначно. Или тебе уже нужен будет помощник? Однозначно готов. Тут надо разобраться более детально. Смотри, сам КС, это как дисциплина, она очень зрелая, очень зрелая. Я в нее играю чуть ли не с 99-го года, это очень много. Я могу точно сказать, что тот багаж знаний, который я получил, он однозначно дает мне преимущество в работе с другими дисциплинами. Законы игровой вселенной, они те же, да, я последние годы, там 4 года не смотрел за Дотой прям так углубленно, но законы вселенной, игровой вселенной, они остались теми же. Я попадаю не в новую организацию. Здесь очень многие вещи уже поставлены на поток, запущены правильные процессы, есть определенный штат, и важно понимать, что к каждому составу прикреплен очень эффективный менеджмент. То есть, и это не то, чтобы я создаю все дисциплины с чистого листа. Скажи, команда BAG одна из первых, которая предложила 6 игроков в составе. И замена будет происходить в зависимости от карт, ну и от вообще состояния игроков. По-моему, они отказались. Как ты смотришь на это? Что ты скажешь вообще? Как тебе этот экспириенс? Ты поддерживаешь такую схему или нет? Если так подумать, то это очень интересно, потому что это практикуется в других видах спорта. Но пока что рановато вводить эту систему в CSGO. Я бы сказал, что максимально реалистично было бы вести ее, то есть по шансам ее вести в какой-то франшизной лиге по типу Overwatch или вот как у Riot'ов LoL. Там это можно, потому что у тебя есть конкретный слот за организацией, и ты можешь попасть в лигу только через организацию, через слот. То есть ты можешь иметь игрока на запасе. Но в данном случае, когда игроки могут ходить в другие организации, где нет замен, то есть кто будет сидеть на лавке запасных, кому это интересно, на зарплате, сколько часов он будет играть. Пока что рано об этом говорить, в CS так точно. Возьмем на примере CSGO состав и Dota состав. Чем отличаются игроки вообще? Вот по психотипу, я не знаю, поведению, какому-то мировоззрению. Ну смотри, у тебя есть какие-то определенные отличия? Когда ты можешь сказать, вот кейсеры такие, а дотеры вот такие? Ну, тут все упирается скорее в игровые навыки и в эффективность самых ключевых факторов механики игры. Это самое главное. То есть в доте
Скорее, скорость мышления, наверное, немного другая, потому что когда происходит важный этап, там какой-то баттл на мидле, неважно где. Когда можно перевернуть игру с Да, ног на да, голову. да, да. Нужно быть максимально сфокусированным и не пропустить ни одной детали, ни одной мелочи, и сделать все как надо, на высшем уровне. КС же немного другой, у него... Там тоже можно шальную пулю пропустить. Да. И я бы сказал все-таки, что в КС нужно быть сфокусированным практически каждую секунду. Все упирается в механику и в особенности игры. То есть точечно мы будем анализировать, разбираться. Есть тренера, есть у нас аналитики в составах, есть правильный менеджмент. Будем разбираться, но надо понять главное, что общая цель, глобальная, это создать такую как бы спортивную вертикаль во всех дисциплинах основных. Вот. И создание эффективной экосистемы, которая будет работать там долгие годы. Так, чтобы когда мы меняем какой-то состав, чтобы игрок, который приходит в команду, чтобы он не создавал все заново, чтобы он пришел в готовую экосистему. Мы хотим создать как бы единую философию для клуба, да? Что вот мы готовим чемпионов, что у нас правильный подход, правильные ценности. Вот эти все вещи, они должны выходить на правильный уровень. Саша Симпл сказал, что у состава появился диетолог и психолог. Планируется ли подальше расширение персонала для команды? Да, он сказал, что не появился, а появится. И однозначно так и будет. Если брать кого-то еще, то фитнес-тренер, мы очень хотим его внедрить как штатный фитнес-тренер для всех дисциплин. И, наверное, возможно, аналитик. Мы просто ждем выхода очень клевой программы, которая сможет собирать такой объем аналитических данных, такой большой объем. И с ней будем работать мы. Вот на примере CSGO состава ты бы мог нам рассказать о каком-то новом графике тренировок или новом подходе? Уже есть какие-то маленькие наработки, о которых мы могли бы сейчас рассказать нашим фэнам? Смотри, самое главное, если смотреть глобально, это оптимизировать все процессы. И, как мне кажется, сбалансировать весь график, то есть тренировки, буткемпы, тот же отпуск. Главное главное не перенагружать игроков и создать идеальные условия для развития, в целом для игры. И очень важно также выжать максимум из того потенциала, который есть в каждом составе. Есть составы у нас, в которых все далеко не так плохо. Возьмем Na'Vi, CSGO. Это уже готовый коллектив, который выступает на самом высоком уровне, да? Вот, поэтому цель не ворваться туда и все изменить, да, а постепенно, плавно перейти к более профессиональному подходу. Вот и все. Скажи, вот CSGO состав уже много буткемпов проводил и в Киеве, и в Москве. Планируется ли проведение буткемпов непосредственно перед самим турниром в городе проведения этого турнира? Например, там в Лондоне, не знаю, в Майами, в Л.А. Ну, как ты считаешь? Я не исключаю того, что Na'Vi это уже делали ранее. Я этого просто не знаю, но я думаю, что такое могло уже быть, имело место быть. Вот. Но если смотреть будущее, то да, мы планируем, например, буткемп прямо перед Мадридом, перед Бластом. Мадрид — это первая отправная точка, с которой можем начать, точнее, буткемп перед Мадридом, потому что до этого времени просто нет. И они играют сейчас просто по той системе, которая есть сейчас. Ребят, с вами был Алексей Костылев, Андрей Блейд. Мы поговорили о новой должности, вернее, о новой должности для Андрея. Он рассказал, чем он будет заниматься, и приоткрыл вам несколько тайн. В следующем интервью мы уже расскажем подробнее о Na'Vi Академии, а пока что, Андрей, пару слов для наших фанатов. Твое обращение как киберспортивного директора, человека, который... Ну, самое главное, болейте за Na'Vi, поддерживайте все наши дисциплины. Наши парни всегда очень нуждаются в вашей поддержке. И помните, что мы ценим каждый седой волосок на вашей голове. Неплохо, Андрюха, тебе тоже надо влоги вести. С вами был Алексей Костылев, Андрей Блейд. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Увидимся совсем скоро.